Всем привет! Привет! Мы рады приветствовать вас на нашем YouTube-канале «Из города на дачу». И в этом видео мы продолжим делать ремонт в спальне нашего дачного дома. В прошлом видео мы показывали, как вынесли всю старую мебель из этой спальни, поклеили обои, перекрасили их в нужный цвет, а также постелили такой долгожданный линолеум. А сегодня мы наконец-то поклеим эту стену, четвертую стену в этой комнате. По периметру спальни прибьем вот такой подходящий по цвету плинтус. А еще отреставрируем вот этот платяный шкаф, реставрацию которого вы так долго ждали. Хочу показать вам обои, которые мы так долго выбирали для этой стены. Они суперские, нам очень понравились, поэтому я думаю, что ожидание того стоило. Посмотрите, какие классные обои. Вернее, рисунок. Прям по-дачному это вот то, что нужно. Так, давайте я покажу, как они классно сочетаются с цветом стен, которые мы выбрали. Как они гармонируют. Птички такие прикольные здесь. Ну вот для дачной спальни я считаю, что это самый лучший выбор. Чего мы действительно боялись, так это то, что многие в комментариях писали, что это очень тонкие обои. На самом же деле они очень плотные и крепкие. Посмотрим, как они поведут себя в поклейке. В этот раз мы взяли нормальный клей. В прошлый раз тоже был нормальный клей, но просто что его нужно было ждать час, а то и больше, пока он набухнет, скажем так. Вот. В этот раз этот клей ждать не нужно. Давай замеряем высоту потолка. Держи, Викулечка. Так, высота у нас 2,45. Рулон обоих 10 метров. Да? Да, Надеюсь, что не нужно будет сильно подбирать рисунок, и нам этого хватит. А для тех, кто впервые зашел к нам на канал или смотрит нас недавно, давайте знакомиться. Мы с мужем делаем ремонт в нашем дачном доме. Вернее, это обычный дом в одном из поселков города. Этому дому уже очень много лет, и он нуждался в ремонте. Поэтому постепенно в каждой комнате мы делаем ремонт, а старые вещи мы не выкидываем, а реставрируем. Поэтому, если вам интересен этот формат видео, оставайтесь с нами и подписывайтесь на канал. А еще у нас есть телеграм-канал, где наши подписчики узнают все самыми первыми. Вот тут немножко подсохло, сейчас подклеим. Ага. Что я вам скажу? Нелегко это клеить ветровые обои. А у нас 1,07 м. 1,07 м. Ну это существенно. А еще сложнее руководить поклейкой. Ровнее, там не сходится взор. Нет, это шутка. Вдвоем все-таки легче, но вообще очень сложно клеить эти обои. Еще и с подбором рисунка. Ну это вообще просто... Ну ты хорошо справляешься, смотри, даже почти и не видно стыка. Поехали дальше. Давай, поехали. Так, и третью полосочку сейчас отмеряем. Рома, у тебя такой какой-то контроль, прям какой-то надзор. Тамара, ты следи, чтобы ровно было все. Это да, этим людишкам нельзя доверять. Все, ура! Победа! Круто! Но если честно, я вот дачную спальню по-другому и не представляла даже. Но мне очень нравится, я в восторге. Викочка поклеила обои, мне тоже не очень понравились, но теперь подошло время монтировать наш плинтус. Обратите внимание, как он хорошо подходит к линолеуму. Практически сливается с ним один в один. Мы очень рады, что у нас получилось такой подобрать. Мы также приобрели всю необходимую фурнитуру. Как обычно, это 4 угла, 4 стыка и 4 заглушки.
Закрепили по всему периметру плинтус. Осталось буквально вот таких небольших 2 кусочка. Но теперь подошло время притащить сюда наш шкаф и заняться его реставрацией. Поехали. Поехали. Оба. Жу. Так, не сильно близко к стенке, Да. чтобы мы могли подлазить и красить. Оп, вот так. Вот эти дверцы, которые здесь были, это, наверное, вот так. Это вот так. Да. И еще одно. Так, вот этот шкафец. Ну, а верхнюю антресоль мы поставим на эти стулья, чтобы было удобнее ее ремонтировать. Не тяжелая, да? Я помню, сам ее снимал. Все нормально. Так, а ну, аккуратненько ставь ее сюда. Стоит, не падает? Нет. Вначале мы хотели оставить вот эти деревянные элементы узора, но, как видите, некоторых частей не хватает. Вот, и, например, вот здесь. Ну, и такой же мы на рынке уже не найдем. Поэтому мы решили все эти наличники и узоры убрать и сделать тоже по-деревенски стиль, похожие на тумбочки, которые мы уже делали и вам показывали. Поэтому сейчас все эти дверцы мы заберем в мастерскую, уберем наличники, пошлифуем и будем перекрашивать. Если сказать честно, то немножко жалко расставаться с этими узорами на дверях, потому что с этой мебелью мы прожили уже какое-то время, немножко уже свыклись, привыкли к нему, но хотим обновлять интерьер, поэтому нечего жалеть, будем снимать. Так, интересно, как оно. Ну тут снимается хорошо. На клей садили в свое время, поэтому так, немножко нужно по периметру подрезать. Ну, тут тоже они так держатся не сильно. Ну, кажется, даже на гвоздиках. Все правильно, это гвоздики без шляпки. Вытаскивается достаточно легко. Поэтому труда не составит поубирать все эти планочки. О, гляньте, как они легко вытаскиваются. Что касается дверных замков и ручек на дверцах, мы тоже их оставлять не будем, потому что здесь ручки не все, а здесь даже ключей нет для замков. Поэтому мы их уберем сейчас, а потом, наверное, зашпаклюем шпаклевкой по дереву. А теперь перейдем к замкам. Да, конечно, тут саморезики такие тоненькие, и вообще непонятно, что это такое. Может, это даже обычные заклепки. Посмотрите, пожалуйста, еще и вы на эти заклепки. Что с ними делать, возможно, вы лучше знаете, чем я. Ну, вариант у меня один. И по замку, и по вот этому навесу, старому сломанному, только выломать вместе с этими заклепками, а потом зашпаклевать. Пока я выламывал этот замок, мне стало жалко дверь, потому что выламываются большие куски дерева. И мне пришла другая идея. Можно просто взять шуруповерт, взять хорошее сверло по металлу и просто высверлить эти заклепки. Сейчас попробую. Но уже на другой двери. Это уже сделано. Вот эти два замочка. Да, такой более щадящий режим, конечно, тоже придется еще хорошенько зашлифовать, но хотя бы не выламывать доску. Так, и тут еще. Вы в своих комментариях нам писали и советовали приобрести шлифовочную машину, чтобы легче было работать с мебелью, легче шлифовать ее, потому что чем мы обычно шлифуем, это вот такой аккумуляторный шуруповерт и насадка для шлифовки.
Работать этим инструментом не всегда легко. Почему? Потому что когда прислоняешь к поверхности, он сильно прыгает, вибрирует, и руки очень сильно устают. И даже некоторые говорили, что их раздражает даже смотреть, как шлифовка происходит. Ну да, такая веселая работа получается. Поэтому буквально на днях мы приобрели себе вот такую эксцентриковую шлифовальную машину. Выбирали ее по отзывам реальных людей, чтобы она была удобная, мощная и с отводом пыли. Поэтому уже не терпится проверить ее в действии. Ну что ж, вначале испробуем ее на задней поверхности маленькой дверцы. Отведем ручку в удобное положение. Оденем специальный круг, такой, видите, с дырочками. Это чтобы пыль в середину уходила. Оденем специальный вот такой пылесборник. Опс, есть. И выставлю скорость. Ну, давайте на середину, на троечку для начала. Супер. Я, честно говоря, думал, что будет так громко. Шумит больше сама доска, которая прыгает по столу. Так, ну, на шестерочку давайте попробуем. Очень хочется. Поехали. О! Вот это уже другое дело. Шлифует просто отлично. И хотя пыль собирается в этот пылесборник, все равно она немножко разлетается по кругу. Поэтому сейчас попробую еще подсоединить сюда пылесос. Включаю пылесос, и сейчас тут быстренько все пошлифуем. Еще очень понравилось, что благодаря небольшому весу и возможности зафиксировать кнопку включения, шлифовальная машина не составит труда работать даже одной рукой. Но двумя руками, конечно же, будет работать уверенней и безопасней. Ну что, как работа? Пошлифовал уже? Да, практически уже все. Вот это маленький кусочек уже остался, и все. Да, я вижу. И как тебе? Вообще супер. Машинка. Мы раньше с тобой были как ежики в тумане, помнишь? Сколько тут было пыли, да? Стал медленно спускаться с горки, чтобы попасть в туман и посмотреть, как там внутри. И даже лапы. Да. А сейчас даже смотри, даже почти штаны чистые. Все прозрачно, все чисто, Да, класс. так что будем теперь чаще ей пользоваться. Кстати, глянь, я увидел наклейка старая тут. Ух ты. Помню этот сериал? Сериал нашего детства, да? Беверли-Хиллз. Я даже актеров некоторых помню. Вот этот вот брат и сестра, вот эти вот, Брэндон и Бренда. А остальных не помню. В общем, кто помнит этих остальных актеров этого сериала, напишите в комментариях. Жалко наклейку, но Вика сейчас ее снимет. Такую штучку себе приобрела. Довольно-таки неплохо. Отдирает. Оп, и нет полуклейки. Так, и последняя дверь, Викулечка. Ага. Оп, пожалуйста. Работа пришла. Работа. Да, дырок много. Ну, сейчас их все зашпаклюем. Вот. И, Ром, наверное, еще вот эти вот планочки снимешь мне. Там тоже будут дырки, я пошпаклюю. А, вот эти деревянные держатели для Ну, они полок. нам уже больше не нужны. Давай. Сейчас зашпаклюю все дырки, их тут много, и оставлю высыхать. И пока они будут высыхать, побегу обратно на улицу работать в палисаднике. Как вы заметили, я в шапке не потому, что в доме холодно, а тут очень довольно-таки тепло, а потому что я сегодня управляюсь на улице.
как много дырочек мелких после гвоздиков. Ну, мы сейчас их тоже заделаем, чтобы при покраске все выглядело красиво и идеально. Кстати, вы спрашивали по поводу огородных работ. Будем ли мы вам показывать? Конечно же, будем. Просто сейчас, пока идет ремонт, невозможно вставлять все кадры, и жизненные, и огородные. Кстати, на окошке у меня здесь растет уже моя рассада. Я посеяла семена томатов, семена перцев, каких-то цветов разных. Потихоньку это все уже всходит. И в следующих видео уже покажу вам свои успехи в этом деле. Так, ну а я тогда сделаю для Вики новых отверстий в нашем шкафу, потому что уберу вот эти держатели для полок. Это обычные саморезы с накрученными пластмассками. Такими. И они кривые, очень некрасиво так смотрятся. Мы что-нибудь новое здесь придумаем. Еще, наверное, у многих такая распространенная проблема здесь есть. Ломаются вот эти держатели для полочек. Наверное, мы их уберем и просто прикрутим обычные бруски. Так будет и легче нам делать, и надежнее. Видите, вот что это такое. Надо это все менять. Итак, высохла шпаклевка, мы ее зашлифовали, все неровности, все убрали. И наконец-то переходим к долгожданному этапу. Это к покраске этого шкафа. Красить наш шкаф мы будем той же краской, что и красили наши прикроватные тумбочки. Это меловая краска, цвет грей. Шкаф у нас большой, еще и темного цвета, а краски у нас совсем немного. Мы решили первый слой, может быть даже два, покрыть акриловой эмалью. Это эмаль акриловая для радиаторов, но она отлично подходит для деревянных поверхностей. Так, полочки и дверцы. Вот с этой части я буду красить вот в таком порядке. Но перед тем, как приступить к покраске, я обезжирю поверхности с помощью обычного растворителя. Фу, такой вонючий этот растворитель. Ну, без него никак. Не, конечно, можно и спиртом обезжирить, но у меня столько спирта нет. У нас вообще сейчас дома спирта нет. Ну а пока Вика красит мебель первым слоем, моя задача сейчас сделать такие держатели для выдвижных ящичков. Помните, я показывал, что они поломались. Для этого я взял вот такой брусок 20 на 30, и мы здесь ничего особенного придумывать не будем. Просто отпилим 4 равных куска, хорошо зашлифуем, покрасим и прикрутим. А мелкие заусеницы на брусочках уберу болгаркой со специальным шлифовальным кругом. Он шлифует очень быстро и надежно. Вот такие ровненькие и очень гладенькие получились брусочки. Думаю, что они будут очень хорошо подходить к обновленной мебели. Еще вы, наверное, заметили, что у меня на столе стоят тиски. Это не просто так. Дело в том, что мне нужно еще сделать и держатели для полок. Вместо вот таких вот саморезов с пластмассочками
мы применим вот такие обычные железные уголки. Но дело в том, что они немножко шире, чем сама полочка. И чтобы они не выглядывали наверх, и чтобы было все красиво, нужно снять буквально миллиметров 5. Поэтому мы заменим сейчас этот круг и поставим отрезной по металлу. Это делать тоже очень просто. И обрежем эти уголки по соответствующему размеру. Ну что, все 8 штук я сделал. Теперь хватит играться, нужно пойти и Вике помочь, потому что там действительно очень много красить. Ну что тут, Викочка, у тебя получается? Да, мне кажется, я тут скоро утону в этой покраске. Крашу, конца края нет. Да, красить здесь, конечно, много. Да, это наш первый такой масштабный проект, мне кажется, по покраске. Мы так много еще не перекрашивали. Не, да? не было. Не было у нас такого. А я ж пришел тебе помочь. О, давай, мне нужна помощь. Давай мне тоже Ну, какой-нибудь вот это анализ. все готово уже для покраски меловой краской. А вот снаружи можешь помочь. Вот, а я а я внутри. как раз с той стороны Да. и с этой, да? И с Ну правой. да, да. Так будет быстрее. Хорошо. Так, Да. давай палик мне. Угу. Оба. Бери. Какой прекрасный Я мальчик. так хорошо, удобно села. И красочки мне тоже надо. Мы с тобой как эти, с твоего любимого мультика. Как Крашу я забор. Да, точно Только помню. не забор, а шкаф. Красим мы шкафы. Вот оно в видео, кажется, все так быстро работается, делается. А здесь уже битый час 2 слоя наносишь. На несколько дней здесь работы, наверное, Да. да? Ты покраски. Пока 1 слой высохнет, 2 слой высохнет. Теперь еще следующую краску, а потом еще лак. Нравится, как ложится эта краска. Супер. Да, хорошо. Кстати, смотри, я заметил, тут есть этикетка на шкафу. Иди глянешь. Так. Мы ее не показали. Не показали, но тут видно дата изготовления. Как вы видите, акриловая эмаль хорошо справилась со своей задачей и перекрыла этот темный оттенок. Поэтому приступаем и будем красить нашей меловой краской. Так, ну, поехали. Ух ты, красота. Супер. Знаете, белый цвет, он такой какой-то вот больничный, а вот оттеночные краски, они делают свою роль, создают какой-то уют, атмосферу. А тем временем я пойду в мастерскую и подготовлю вот такие специальные рейки. Для чего? Ими мы будем отделывать большие двери на шкафу и маленькие дверцы на антресоли. Рейк у нас всего 15 штук, а я замерил, на большие дверцы нам нужно сделать по 1,53 м 12 штучек, и на маленькие дверцы по 50 сантиметров тоже 12 штучек. Так, 150 сантиметров. Отмеряем. Ага. Вначале отпилю одну ровненько, а потом уже под нее подровняю все остальные. Ну что, отпилили мы нужное количество реек и на маленькие дверцы, и на большие двери.
Также у нас остались вот такие остатки. Мы тоже их выбрасывать не будем. Они нам пригодятся. Из них мы сделаем ручки на двери. Так что сейчас это все выложу аккуратненько на столе и хорошенько несколько раз пропитаю лаком цвета палисандр. Красота будет. Да, нужно будет, наверное, пропитать несколько раз, да, несколько слоев, потому что мы хотели оттенок такой более темный. Поэтому сейчас этот первый слой хорошенько впитается, высохнет, и нанесем тогда сразу второй. Ну, должно получиться красиво. В общем, ушло у меня 750 литров на покраску всего шкафа. 750 литров это. Ой. Шел второй день покраски. В общем, всего у меня ушло сейчас на покраску шкафа 750 миллилитров. И мне еще не хватает. Хорошо, что мы заказали с запасом, поэтому сейчас распечатаю еще одну баночку и уже сделаю такой финишный слой. И будем покрывать лаком. В интернет-магазине мы заказывали эту краску, и были как раз акции на баночке 250 миллилитров. И мы как раз заказали с запасом, и они нам пригодились. Еще одну баночку возьму и пойду красить. Посмотрите, какая у нас получилась красота. Ну, теперь всю эту красоту я покрою акриловым лаком. Вначале мы наши планки хотели прикрепить на фасады на жидкие гвозди, но поняли, что это не вариант. Любое неосторожное движение, и они могут отлететь. Поэтому мы взяли вот такие специальные гвозди. Они называются гвозди для плинтуса, потому что смотрите, какая здесь совсем маленькая незаметная шляпка. Но дело в том, что они все равно для нас очень длинные, и если мы их будем забивать, то они будут вылазить наружу. Поэтому нам нужно сейчас с помощью кусачек все 100 гвоздей буквально раскусить напополам. Все, накусался, теперь можно идти прибивать. Ну вот и приблизился завершающий этап этой переделки. И как раз вот эта изюминка, вот эти рейки, она скроет тоже эти все недостатки и придаст тот дизайн, к которому мы так стремились. Да, так что мы приглашаем вас посмотреть, как будут эти рейки крепиться, и оцените потом, как нравится вам это или нет. Да. Ну что, поехали? Ой, поехали. А то я тут уже, видишь, все у меня падает, все уже спешит. Ты уже на низком старте. Побежали. О, наконец-то! наконец-то! Какая красота получилась, да? Гляньте, супер. Нет слов. Осталось только еще сделать ручки. Их мы сделали тоже из рейк, по 3 штучки, набили. И вот посередине, это на длинные дверцы будут подлиннее, а на короткие покороче. Супер.
Наконец-то завершилась эта переделка. Для нас это был самый большой такой проект, долгий. Решили мы все-таки покрасить полностью весь, поэтому заняло это немало времени. Ну и что сказать, переделкой мы очень довольны. Так, ручки, кстати, крепкие, все классно. Здесь вообще все так классно. В общем, у меня восторг, словами не передать. Кстати, забыли вам показать заднюю стенку здесь в шифонере. Мы поклеили вот такими серыми обоями под дерево и покрыли, конечно же, тоже акриловым лаком. Кстати, Роман принес тумбочки, которые мы делали недавно. Сейчас все это расставим. И они довольно-таки очень классно гармонируют друг с дружкой. Напишите вы в своих комментариях, нравится ли вам такой стиль, такой вот дизайн деревенской дачной спальни. Да. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока-пока. Пока.